из Соединенных Штатов, специалисты по реактивному расстройству привязанности. Сегодня с нами весь день будет Стейси Ганьон. И чуть позже я несколько слов расскажу вам об истории Стейси, а подробнее она, конечно, сделает это сама. Сейчас буквально несколько слов по организации. Во-первых, конечно, мы рады очень, что приехали не только из Москвы люди, не только из Подмосковья, но и из других регионов, потому что вместе приемные родители, усыновители – это, конечно, большая сила. И я вас уверяю, после этих 3 дней мы будем с вами самыми прокачанными и самыми знающими людьми в сфере реактивного расстройства привязанности в России. Я надеюсь, мы сможем не только для себя эти знания приобрести, но и потихонечку передавать их дальше и дальше, да, тем людям, с которыми вы общаетесь, тем людям, которым вы помогаете, как более опытные. Не будем останавливаться, да, будем транслировать дальше. Я напомнить о том, что у нас есть клуб по арифметике добра, родительский. Кто в Москве, подключайтесь через анкету, присоединяйтесь на сайте. Кто в других городах, подключайтесь, клуб «Азбука приемной семьи», группа Facebook. Там всегда новости, всегда приглашения на мероприятия. И не забывайте о нашем канале в YouTube, клуб «Азбука приемной семьи», где выкладываются все наши лекции, семинары, в том числе там будет, разумеется, мероприятие вот это, и не только наша с вами родительская часть, но и та часть, которая для специалистов. Да? Там Кен и Кристина проводят сегодня тоже занятия, они 4 дня работают, вчера приступили, и мы с вами сможем в свободное время потом всю эту информацию тоже получить. Поэтому смысла перебегать из аудитории в аудиторию нет, иначе мы просто потеряем нить повествования, да, и смысл. Но есть, конечно, резон после, да, взять и это все уже дома в спокойной обстановке посмотреть. У меня в руках микрофон, я его готова буду приносить тому, кто хочет задать вопрос. В ходе лекции у нас будут такие возможности, просто поднимайте руку. Стейси сказала, что для нее это вполне комфортно, то есть мы не будем выделять отдельное время для вопросов, но в процессе имеем такую возможность. Поднимайте руку, я буду подносить микрофон. Без микрофона, пожалуйста, не говорите, поскольку на записи тогда ничего у нас не останется. Регламент, напоминаю вам, наш сегодняшний, да, как мы работаем. Мы начинаем, дальше примерно в 11:45, в 12:45 и до 13:30 у нас кофе-брейк. Кофе-брейк организован непосредственно здесь. Это входит в мероприятие, то есть ничего не оплачивается. И после мы с вами возвращаемся к работе примерно в 13:30. Условное время обеда 15:15 начало, но будем зависеть с вами от нашего тренера, лектора. И когда нас отпустят, тогда и отправимся на обед, у нас будет час времени. Вы можете выйти за пределы этого здания, напротив есть бизнес-центр, наверняка там кафе. Можно дойти до метро, там Макдональдс. В этом здании кафе «Империал» и просто магазин, где можно купить что-то перекусить. Поэтому вот распоряжайтесь этим часом, но не опаздывать, конечно, собираемся вовремя. На ресепшн всегда присутствуют волонтеры и сотрудники фонда. К ним, пожалуйста, обращайтесь с теми вопросами, которые есть. Если вам нужно отметить командировки, подходите, отдавайте, и завтра вам привезут с печатями. То есть нам в фонд свозят их, поставят печати, подписи и вам вернут. Сделайте это сегодня, потому что последний рабочий день, да, чтобы не нужно было этого откладывать. После анкеты будут на стульчиках лежать, после обеда анкеты обратной связи будут лежать на стульях. Большая просьба их заполнить и перед уходом или оставить, или сдать. Хорошо? Спасибо большое. Так, по залам мы не перемещаемся, да, сказали. В фойе также на стойке ресепшн, условно, да, называемый, у нас вот эти материалы, которые каждый из вас взял, это на все 3 дня. Пожалуйста, приносите их с собой, не забывайте. Также на стойках есть книги, вы их можете взять за пожертвование. Я могу подписать, если это мои книги, если вам это нужно. Вопросы по книгам для организации, подходите в перерывы, кого это интересует, если у кого-то есть заинтересованность на организацию этих книги. И осталось самое приятное, представить вам Стейси. Стейси медицинская сестра, приемная мама.
усыновитель. 10 лет она профессионально занималась приемным родительством, только была профессиональной приемной мамой. И 5 детей усыновленных и всего 7 детей. Стейси начала это дело довольно в юном, на мой взгляд, возрасте, в 25 лет. И дальше уже серьезно погрузилась, стала специалистом. Стейси основала, один из основателей некоммерческой организации «Потерянные воробушки», он называется этот фонд. И это тренинги, семинары для специалистов, которые работают с семьями и работают с детьми. Ну и непосредственно с родителями, с детьми тоже работа ведется, Стейси это делает. И что я хотела еще важного очень сказать, специалист по травме. И создала это направление, и мы с вами эту информацию тоже получим. Сегодня история Стейси, с этого все начнется, потом мы узнаем про себя, какие мы с вами, какие у нас типы привязанности, ну и дальше уже пойдем ближе к детям. Мозг человека, как он устроен, травма, как она влияет и масса всего интересного. Еще раз напоминаю, что запись будет, если вы что-то не запомните, не услышите, вы всегда сможете к этому материалу вернуться. So, Stacey, you're welcome, and we are ready to start. Thank you for coming. I am so incredibly honored to be here with fellow foster parents. So thank you for having me. Я очень рада здесь присутствовать. Спасибо большое, что вы пришли сюда. Вы, как приемные родители. Да. Да, спасибо большое за то, что так много людей в этом зале, за то, что приемные родители пришли сюда послушать меня. I like to start out and tell everybody that I was a perfect parent. Я бы хотела начать с того, что я всегда была идеальным родителем. And then I had kids. Oh. And then I had children. А потом у меня появились дети. At that point, I think I felt like I was an adequate parent, and then I started doing foster care in my home, and it all fell apart. Сначала мне казалось, что я адекватный родитель, все у меня идет хорошо, но потом все посыпалось и порушилось. I look back at the beginning of our journey, and I had read all the books, and I had gone to all the trainings, and it did not come close to preparing me for what I was about to experience in my home. Оглядываясь назад, я вспоминаю, как я готовилась к родительству. Я прочитала кучу литературы, я просмотрела кучу видео, посетила массу тренингов. Но когда дело дошло до действительно родительства, я поняла, что я совершенно не подготовлена к этому. I remember our very first foster placement was a 5-year-old boy, and foster care is a little bit different in the United States. Когда мы отдавали на усыновление принимали на усыновление первого ребенка, это было очень сложно, и надо сказать, что в США процедура немножко отличается от процедуры в России. Это не усыновление, фостерный ребенок был. Фостерная семья. Typically, children are removed from their parents when there's neglect or abuse or drug use. Обычно дети помещаются в фостерную семью из семей, в которых родители либо злоупотребляют алкоголем, наркотиками или проявляют абьюзивные отношения. And the job of the foster parent at that time is to provide a safe home while the government steps in to try and help the families get their children back. И в таком случае фостерная семья берет на себя заботу о ребенке, пока правительство, социальные органы подбирают, решают эту проблему. And so we can always look at good on paper, but sometimes in the home it looks very different. И на бумаге все выглядит очень хорошо, но на самом деле все не так просто. So I got a phone call for a 5-year-old boy named Ivan. Однажды у меня дома раздался телефонный звонок, и голос на том конце провода заговорил про мальчика по имени Иван. And I already had 2 biological children, and I thought, how hard can this be? У меня уже было на этот момент 2 детей, биологических детей.
Я подумала, как это все будет работать. And I think you all might be smiling a little on the inside when you hear me say how hard can this be. И вы, наверное, внутри улыбаетесь, когда я говорю, как это будет тяжело. Because it was really hard. Это было очень-очень непросто. He was a whirlwind and destroyed everything in sight. Он вел себя как настоящий ураган, все в доме рушил и разбрасывал. And I could not control him, using all the methods I had learned in parenting and that had worked with my biological children. Я пыталась его утихомирить, я использовала все средства, все методы, которыми овладела, пока растила своих собственных детей. He would wake up in the middle of the night and he would empty my pantry and eat food and smear it everywhere. Он просыпался среди ночи, он выбрасывал все из ящиков, он опустошал холодильник, разбрасывал все вещи. And he would scream and he would rage and he would bite me and he was angry. И он кусался, и он был в ярости иногда. Он бил меня и проявлял злость. And then I remember the day I realized I had no idea what in the world I was doing. И однажды я поняла, что я понятия не имею, что я здесь вообще делаю, чем я здесь занимаюсь. He walked down the stairs and he was completely covered in his own poop. Однажды он спускался с лестницы, я увидела, что он весь измазался калием своим. And I looked at him and I said, "Were you playing in your poop?" Я на него посмотрела и сказала, ты что, игрался с какашками? And he said, "No." А он ответил, нет. And so I said, "Yes, you have the DNA evidence on your body." Я ответила, но у тебя же, на тебе все это видно, это не скрыть. And I remember on a very, very deep level wanting to vomit, but also not knowing what is wrong with this child. Очень странно, я в этот момент себя чувствовала, мне с одной стороны хотелось, меня тошнило, и с другой стороны я была абсолютно обескуражена, что он вообще делает, что с ним не так. And in that moment, I stumbled as a foster parent, which would become the first time of many times that I stumbled. Это был мой первый провал, ошибка. Я споткнулась в данный момент, и это был первый барьер, один из многих, скажем так, на моем пути фостерного родителя. I looked at this 5-year-old boy and I said, "What is wrong with you?" Я посмотрела на этого мальчика и сказала, что с тобой не так. And I am not proud I did that, because if he could have answered, he would have told me these things. Я не очень горжусь этой фразой и тем, что я сделала, потому что если бы он мог мне ответить, он бы обязательно мне сказал. This was the day I learned the 1 through 10 of parenting children from very hard places. 1 through 10 1 through 10 of parenting children from hard places. И в тот день я открыла и изучила 10 принципов родительства. I had been taught to look at 8, 9, and 10 when it came to my children. Меня учили смотреть на принципы с 8 по 10, когда я заботилась о собственных детях. 8, 9, and 10 was the rage, was the poop smearing, was all of the behaviors that he was expressing. С 8 по 10 принципы включают в себя гнев, то, что ребенок измазался в своих какашках, любые проявления ярости во взаимодействии с родителями. And so what I did to him was I looked at 8, 9, and 10 and I said, "What is wrong with you?" Получается, что я посмотрела только на последние 3 проявления, на принципы 8, 9, 10, которые он и проявлял, и задала ему этот вопрос, что с тобой не так. And what I should have instead thought or said was, "What has happened to you?" Вместо этого мне нужно было сказать, что с тобой случилось.
because had I asked or known, I would have known that number one was that he was born to a mother who was beaten up every day. Если бы я задала этот вопрос, то под номером один я бы узнала, что его родила мать, которую саму избивали каждый день. And 2 and 3 said that him and his sister were kept in a back room of the house and there were many days he did not have food. Если бы я задала этот вопрос, то ответом номер 2 и номер 3 было бы то, что его и его сестру закрывали в чулане, и они не ели по много часов. And number 4 said that his mom would leave for days at a time and leave him with the man that was beating her every day. Ответом номер 4 было бы то, что его мать оставляла его с отчимом, который бил его каждый день, и уходила на несколько дней. Number 5 and 6 were him being beaten and abused by his father, and then watching his infant brother murdered in front of him. Ответом номер 5 и 6 было бы то, что его отец его бил нещадно, и на его глазах был убит маленький брат. And number 7 was coming to my home. Ответом номер 7 было то, что он попал ко мне в дом. And instead, all I wanted to look at was 8, 9, and 10. А вместо этого я заметила, я обратила внимание только на последствия 8, 9 и 10. And he was the child that I understood and learned that I could not parent at 8, 9, and 10, that I had to understand the 1, 2, and 3 of the kids coming in my home. И для того, чтобы понять, что с ним происходит, как с ним обращаться, мне нужно было задать сначала первые 7 вопросов, а не реагировать на последние 3. I'm not proud of this story, but I want to share because I am a parent just like each of you. Я не очень горжусь этой историей, но я хочу ей поделиться, потому что я родитель, такой же, как и многие из нас. And I come to you with an open heart to share the things I've learned over the years that have helped me to become a better parent. И я пришла сюда с открытым сердцем, чтобы поделиться тем опытом, который накопила за много лет. И я могу рассказать о том, как мне удалось стать чуть лучшим родителем. And so I don't want to only tell you the good things I do, because I will tell you that I've done far more things where I've learned from the bad things I've done. Мой рассказ не будет содержать в себе только хорошие поступки, какие-то добрые поступки. Я буду говорить о всей полноте, о всем наборе плохих и хороших поступков, которые я совершила. И я здесь для того, чтобы ими поделиться. And being a good parent is learning from your mistakes and fixing it. Быть хорошим родителем – это учиться на своих собственных ошибках и исправлять их. Ivan lived with us for over a year before he went to live with family again. Иван прожил с нами чуть больше года перед тем, как он вернулся в свою семью. The next time he came downstairs and he had poop all over him, Когда в следующий раз он спустился со 2-го этажа, и я увидела, что он опять измазался в какашках, I responded very differently. мой ответ был совершенно иным. I said, let's go upstairs and let's get cleaned up. And we'll do this together. Я ответила, давай поднимемся наверх и помоем тебя, и давай сделаем это вместе. You must feel very angry and hurt that you're here right now. I understand. Ты, наверное, очень сильно злишься, и тебе очень больно оказаться в этом доме, я понимаю тебя. So I wanted to share that with you because I wanted to open up with the understanding and knowledge that we are all here to learn from each other and support each other. Я поделилась этой историей, потому что я хочу подчеркнуть, что мы здесь все вместе оказались для того, чтобы поддержать друг друга и научиться друг у друга. My education and background, I have 2 degrees, one in teaching in early childhood and the other in advanced nursing. У меня 2 диплома, 2 образования. Первый в раннем развитии и преподавании, а второй диплом медсестры. And I have had lots and lots of training in understanding trauma and the brain. Я также прошла бесчисленные бесконечные тренинги по пониманию, по описанию травмы и устройству мозга.
but none of the books and none of the trainings can even touch what I have learned in my own home. Однако ни одна книга, ни один тренинг не помог мне не сравниться с тем, что я испытала на своем. And that's why I don't want to put letters behind my name other than M-O-M or mom. Поэтому я подписывалась вместо всех своих регалий и образований просто как мама. So I have 7 kids. Итак, у меня 7 детей. And I am on the tail end of a trip. I have been speaking in Bosnia and Bulgaria. Oh, sorry. Just say I am at the end of my speaking tour. I've been in Bosnia and Bulgaria. Я сейчас завершаю свой тур с презентациями, лекций после того, как я посетила Болгарию и Сербию. And my husband called last night and said, "We desperately want you home." Прошлой ночью мне позвонил муж и сказал: "Ты очень нужна нам дома." I'm pretty sure I get to go home to a lot of dishes and laundry. Я уверена, что меня ждет гора немытой посуды, куча нестиранного белья. Because dishes and laundry are always there for me. Потому что и грязное белье, и немытая посуда всегда остаются за мной. So my 2 oldest children are my biological children. Самые старшие дети, вы видите, это мои биологические дети. And then the 3 middle children we adopted through foster care in the United States. И 3 средних ребенка мы усыновили. Это были фостерные дети из США. My husband and I have fostered for over 13 years, and we became what is called a specialized medical foster home. So you did foster For over 13 Мы years. занимаемся фостерным родительством более 13 лет и создали свой фостерный дом. And so a medical foster home receives children that have illnesses and disease processes that need specialized care. Это специальная медицинская организация, в которую поступают дети, которым требуется специальный медицинский уход. Детей со сложностями медицинскими. And so my 3 middle children all have special needs. Все мои 3 средних ребенка – это дети со специальными потребностями. And we'll talk more about that later. И я чуть позже об этом буду говорить. My 2 youngest children we adopted from a Bulgarian orphanage. И самые младшие 2 детей были усыновлены в Болгарии из детского дома. And my 2 youngest children were why we ended up creating a nonprofit called Lost Sparrows. И именно поэтому, когда мы усыновили своих 2 младших детей, мы решили открыть некоммерческую организацию под названием «Потерянные воробушки». We believe that children belong in families Мы убеждены в том, что дети должны расти в семье, because we live every day with the damage that's been done of children that have grown up in an orphanage. и каждый день, потому что каждый день мы сталкиваемся с теми последствиями травмы, которые получили дети в детских домах. And I think it's important, I'm going to show some tough pictures, but I want you guys to understand that I understand the level of trauma that we deal with every day in my house. Также я буду показывать картинки, которые могут показаться не очень приятными, но я бы хотела показать, потому что важно знать, с чем мы сталкиваемся, с чем можно столкнуться в фостерном родительстве. Because we know that the younger a child is, the more affected they are by traumatic events. Мы знаем, чем младший ребенок, тем больше на него травма производит воздействие, тем хуже это поддается потом исправлению. I brought Israel home in 2016. В 2016 году я привезла домой Израиля. He is 4.5 years old in the picture.
На этом в снимке ему 4,5 года. He was the size of a 1-year-old. По размеру, по росту и весу он попадал в категорию годовалых детей. He had been tied in a crib for 4 years and had never been outside. Его привязывали к люльке в течение 4 лет и никогда не выпускали. He didn't know how to talk. He didn't know how to eat. Он не умел ни разговаривать, он не умел держать ложку. And I thought I was prepared for this level of trauma. И мне казалось, что я готова справиться с таким уровнем травмы. But just like Ivan, I had to learn a new way to parent. Но так же, как и в случае с Иваном, мне пришлось научиться совершенно иному подходу в родительстве. Because we understand that neglect and abandonment are the most damaging traumas that a child can endure. И теперь я понимаю, что пренебрежение и травма – это самые сильные, это самое страшное, что может случиться, и с этим очень сложно справиться. The picture of him looking up into the sun, that's the first time he was outside and the sun shined on his face. На фотографии справа он в первый раз вышел на улицу и подставил лицо солнышку, он не видел солнца до этого никогда. And so we spent a year in almost a war zone after we brought him home because he had so much deep hurt. Почти год длилась битва, длилась схватка. Мы жили как на войне. Rocking, self-harm, crying, and a lot of struggles. Он раскачивался, он наносил себе вред, он постоянно плакал, он постоянно дрался. We have been lucky. Israel has made an amazing amount of strides. He's come amazingly far. Но за несколько следующих лет он продвинулся очень-очень далеко. Ему стало намного лучше. He goes to school and he's completely verbal. Он пошел в школу, он научился говорить. He has friends. He pops wheelies in his wheelchair. He is a regular daredevil. У него много друзей, он передвигается на коляске очень быстро и эффективно, и он очень замечательный мальчик. And it's very rare that we see him rocking anymore, or that we see him hurting himself anymore. Очень редко теперь мы наблюдаем, как он пытается нанести себе вред или раскачивается. Это почти ушло. I think the hardest part of parenting him is pushing him to do hard things, because learned helplessness is a trait that we see out of children coming from institutions. Наверное, самая сложная задача – это приучить его к самостоятельности, потому что за время пребывания в самом начале жизни он привык к беспомощности, и беспомощность мы наблюдаем у многих фостерных детей. And so we work a lot on not letting him act like he can't do things in order to get adult attention. И мы его приучаем сейчас не делать вещи, которые бы привлекали внимание взрослых и которые бы сделали вместо него что-либо. He also has an indiscriminate affection, and he wants to, we call it mommy shopping. So также у него есть особый тип привязанности, который мы называем mommy shopping. He's looking for a new mommy to survive. Который называется поиск новой мамы. Он постоянно ищет новую маму для того, чтобы выжить. So if a new person comes to our house, I have to tell him, you may shake their hand and then you must go play. И в таких случаях, когда приходит какой-то человек, гость в наш дом, я ему говорю, ну что ж, ты можешь покачать головой и уйти к себе в комнату. Пожать руку. Your hand or hand? Shake their hands and then go play. Поприветствовать, да, и выйти. And so a lot of times as a parent, I look mean because we want our children to engage with adults
Да, и временами вот такие черты я проявляю. Мне бы хотелось, чтобы наши дети, и он в том числе, больше взаимодействовали с другими взрослыми. But in teaching him how to attach to me, I have to put up the barrier that he can't just hug and look for a new mommy. Но когда я развиваю в нем эту привязанность, я также должна заботиться о том, чтобы эта привязанность ко мне не распространялась на других взрослых. And these behaviors are wired very deep in his brain because in the orphanage, you got more attention if you were cute and charming. Но, да, и поведение, конечно, еще до сих пор сохраняется вот эти институциональные издержки. Дело в том, что если ребенок привлекательный, нравится, естественно, он больше привлекает к себе внимание взрослых. And he had new mommies all the time because we have rotating caregivers in orphanages. И, в принципе, у него мамы постоянно менялись, потому что у нас был, так сказать, сменный вахтовый режим работы в этом центре ухода за детьми. 1 year ago, we brought home Zori. А вот год назад появился новый член семьи у нас, Зори. She was younger than Israel. She was 2.5 when she came home. А когда мы ее усыновили, она была моложе Израиля, 2,5 года в таком возрасте. Zori was born without an arm and a leg, so she has limb difference. Дело в том, что этот ребенок Зори без одной руки, и у нее и нет половины ноги. She has had a lot of the same behaviors as Israel, but it's been easier for her to heal from them. Поведение у нее наблюдалось такое же, как и у Израиля, но в данном случае это не такой запущенный вариант был, мы уже могли быстрее преодолеть вот эти все действия, такое поведение. I believe that children can heal. Я убеждена, что детей можно вылечить. But I also believe that their brains will forever be changed by experiences. И я также считаю, что детей можно изменить не только физически, но и их мысли, мозг также поддаются изменению, если мы будем не бояться и проводить упражнения, экспериментировать. And as we are looking at parenting kids from hard places, we really need to be aware of it is not what is wrong with you, but what happened to you. И здесь мы должны понимать о том, помнить, что здесь акцент не в том, что у вас что-то не так, а акцент, что что-то случилось с вами плохое. Не сами вы плохой. Ребенок имеется в виду. So, aside from raising 7 children, we have 2 foster babies in my home right now. We're a transitional home for children whose parents are addicted. To more, you mean? Yes. Ну и помимо детей наших 7 сейчас мы занимаемся воспитанием еще 2 детей. Это не наши, они были это дети других родителей, которые сейчас испытывают проблемы, они наркоманы. And so I feel like over the years I understand so many things better, and it's definitely made me a better parent. Но по прошествии всех этих лет я чувствую себя более уверенным. Мне кажется, я стал более уже хорошим родителем. But there's always new things to learn. Но каждый день приносит какие-то новые проблемы, чему-то новому учишься. So I want to jump in soon to some of what we're going to be talking about today, but I want to know if you guys have any questions. Я вскоре собираюсь перейти к некоторым вещам, чему, собственно, и посвящена наша лекция. Но перед этим я хотел бы спросить, нет ли вопросов у аудитории? Do you want to take them?
Здравствуйте, меня зовут Алена, я мама двоих мальчиков. Один в инвалидном кресле, второй был в инвалидном кресле, сейчас встал и пошел на костылях после нескольких операций. У меня просто складывается иногда ощущение, что это мне хочется поставить их на ноги, это мне хочется их излечить, а у них как будто у самих такой потребности нет. И даже если я, например, делаю операцию, старший сын Данил, он где-то даже сопротивляется результатам, то есть не одевает туторы. И мне бы хотелось, чтобы это желание было больше от них. Как я могу помочь? Вот вопрос. Good question. So, the hardest part of parenting a child with special needs is to not handicap them as a parent. The hardest part of parenting a child with special needs is to not hold them back. Ну, наверное, здесь нужно посоветовать, чтобы вы не сдерживали ребенка, когда мы говорим о таких случаях детей с ограниченными возможностями. As a mother, I look and I want to help, and I want to help. Ну да, здесь подспудно возникает все время желание помочь сейчас, помочь в следующий раз. Но нужно этого избегать, стремиться этого избегать. When I first brought Israel home, he could do nothing. Когда я первый день, когда я привезла Израиля домой, он был без помощи, ничего не мог делать сам. And I remember a doctor telling me I had to treat him like all of my boys. А врач же мне сказал, что я должна относиться к нему как ко всем своим детям. And so the first time I did that was he wanted to get into his wheelchair. И вот первый раз, когда он захотел сам залезть, сесть в инвалидное кресло, And he said, "Mommy, help me into my chair." он попросил, сказал: мама, помоги мне сесть в кресло. And I said, "No, you have to figure out now how to get in your chair. I cannot lift you all of your life." Нет, я ответила ему: давай, пробуй сам, я же не могу быть с тобой рядом всю твою жизнь и помогать тебе. And he cried and said, "I can't do it." Он же заплакал, сказал, что он не сможет этого сделать. And so I kneeled down and I said, "I'm your mommy and I know you can do it." Я присела рядом с ним, посмотрела ему в лицо и сказала: я твоя мама, я знаю, ты можешь это сделать. And then I left the room because I После couldn't этого я ушла из комнаты. because I couldn't sit in there and watch him struggle for 30 minutes to get in his chair. Я не могла оставаться и наблюдать его борьбу, попытки сесть самостоятельно в кресло, которые продолжались 30 минут. Тяжело было это видеть. And he failed again and again and Было again. множество попыток неудачных. Он снова и снова пробовал сесть в кресло. And he would yell for me, "Mommy, come help me, I can't do this." И время от времени он звал меня на помощь, кричал, говорил, что не может сделать это без меня. And I had to say, "You have to do this or you can't be in your chair." Но я ему отвечала, что ты должен это сделать, иначе у тебя не будет получаться. And finally, after what seemed like days, И после того, то, что казалось целая вечность, прошло уйма дней, he rolled around the corner and he said, "Mommy, I did it." он появился из-за угла в кресле и сказал: мама, у меня получилось. And I've seen that play out with Zori as well. И то же самое я практикую с Зори, Where she wants me to help her and I have to hold myself back to not help her. когда мне приходится сдерживать себя, свои какие-то добрые чувства и жалость, когда она хочет, чтобы я ей помогла. Now, I also have to know what their physical limitations are. Но, естественно, я должна понимать, какие у нее есть пределы, физические возможности. And I can't expect them to do things they physically cannot do. Я не могу требовать от них
и ожидать каких-то вещей, которые они не могут физически еще сделать. But let them amaze you. Но они должны делать, совершать какие-то поступки, маленькие вещи, которые должны вас удивлять. Israel has one of the highest levels of impairment you can have with spina bifida. Вот у Израиля, например, одно из тяжелых степеней затруднений, осложнений позвоночника. He has no feeling from the upper waist all the way down. То есть в нижней части до поясницы у него нет, он ее не ощущает. He climbs stairs. То есть он поднимается по лестнице, He completely dresses himself. может одеваться самостоятельно, He makes himself breakfast. готовит себе завтрак, He gets himself out to the bus. может дойти до автобуса и сесть. Because I want him to be independent and live by himself someday. Потому что я его готовлю к самостоятельной жизни, которая рано или поздно начнется, он должен быть независимым. And if that doesn't happen, I still want him to be able to do all the things for himself. Но и если, к счастью, этого не будет, я бы хотела, чтобы все равно он мог много делать самостоятельно. And it's hard because he falls down a lot and he cries. Да, это трудно, пока еще постоянно терпит неудачи, падает, плачет. But I say, you're just like the other boys. Get up and go play. Но я ему говорю, ты ничем не отличаешься от других мальчишек, поднимайся, начинай снова, иди, играй. Okay. I guess we're taking a 5-minute break. But look, the question was slightly different. Oh, the question was different. Okay. How to form this desire to be pure, how to do that. It feels like she's the only who needs this. The child doesn't Because want she, to be healthy, and mother feels like she's the only who needs it. That's why she's suffering. What is so? Yes, the Okay. problem was that when she wanted to make an operation, Oh, she saw that it was only her that wanted that, and the Okay. children resisted. oh, so the children are resisting the operation. Yeah, or at least they were careless or Okay. resisted, Okay. but they did not want it. Okay. So the question was how to instill that. Have they had other operations before? А были ли операции до этого у них? Do you think they're afraid? Вопрос к маме. Do you think they're afraid of? No. Do you think they're afraid of the operations? Just a minute. We need all the time the mark. The children don't concern about the. I'm so confused by the question. Операции были, когда я взяла ребенка. Сначала я сделала спинномозговую грыжу в институте нейрохирургии, а потом началась ортопедия, ноги выпрямлять. То есть и у меня всегда ощущение, что это мое желание. Поставить его на ноги, вылечить, адаптировать, а он как будто этого не хочет. Он научился жить так, как он живет, это его реальность, и он не готов пока ее менять. Да, он сейчас чистит картошку, моет посуду, ходит в обычную школу, но это мое желание. Okay. Как помочь ему сформировать его желание, его борьбу за жизнь? She answered the question. You answered. I think too, looking at, I'm sure there's fear in operations. There's some fear in having an operation, even if they've only had a few. Но даже после вот первых операций, после того, как его усыновили, страх перед операциями сохранился, они боятся. And he might not understand, like my children don't understand that the outcome from the operation is good. И, естественно, вот ваш ребенок, мои дети тоже, перед операцией, которая предстоит, они не понимают полностью, что после этого будет лучше. Because their fear overrides that. А страх преобладает, он сильнее от того осознания, что будущее будет лучше.
Does that sound? Вот как я вам помогла, отвечаю на ваш вопрос. Do you think there might be fear in an operation? I feel like there's Ребенку 14 лет, нет страха перед операцией. Когда мы идем на операцию, он настроен на операцию. Но чтобы потом реабилитироваться, чтобы потом приседать, ходить, что-то делать, он как будто не хочет, как будто это я хочу. У него не сформирована личная потребность. Да. А чтобы ее сформировать, нужно не отвлекаться на помощь постоянную. Я отношусь к нему не как к инвалиду, а как к обычному ребенку. We are going to get into where your kid's brain is at, because that is a very, very normal response for your child. Для ребенка это совершенно обычная реакция. And then if your question is not fully answered after some of the slides, I want to talk with you. Если я не до конца ответила на ваш вопрос после вот этих слайдов и моей истории, мы можем еще отдельно тогда с вами поговорить. Okay, so, all right. I'm going to tell you right now, we're going to delve into some things that are not easy. Хочу вам сразу сказать, что мы будем говорить о вещах, которые сложны. And we're going to go heavy in some of the science. Наука будет у нас сложная. And so, what I have learned over the years is that I have to understand my own issues and traumas in order to help my child. То, что с годами я узнала, мне нужно самой понимать мои собственные сложности, травму для того, чтобы помочь ребенку. And that is not an easy place to go. И это нелегко. What is trauma? Итак, что такое травма? I want you to think of the word trauma. Хочу, чтобы вы подумали о слове травма. And I would like to know what comes to your mind when you hear the word trauma. И скажите, что первое приходит вам на ум при упоминании этого слова? Break. Broken physical. Disability, dysfunction. Helplessness, pain. Fear. Blood. Кровь. Great words. Хорошие слова. Helplessness, Беспомощность. fear, Страх. a lack of control. Бесконтрольность. Неуправляемость. We have all experienced trauma. Но мы все испытали травму. How many of you have heard the words, children are resilient? Наверное, как много из вас слышали, что дети легко восстанавливаются? Have you heard this before? Слышали такое? I was taught this in my college classes. А меня этому в университете учили. And when I started as a nurse, I worked in advanced critical care, ICU. Я работала медсестрой, помощницей в реанимации, да. And I can tell you that the body of a child is resilient. И могу вам сказать, что тело ребенка действительно быстро восстанавливается. But the mind is not. Но ум, разум нет. And so we need to throw that term out, that our children are resilient. Поэтому давайте выбросим вот эту терминологию, что дети быстро восстанавливаются. And they're especially not resilient to early childhood trauma. И, конечно же, травма, которую испытывают дети в раннем детском возрасте, не поддается быстрому восстановлению. Do you want to read that out loud? Травма – это переживание или повторяющиеся переживания, нарушающие надлежащее функционирование системы реагирования на стресс, делая ее более реактивной или чувствительной. Доктор Перри. So, you guys probably see this borne out in your home every single day. Вы, скорее всего, видите проявление вот этого определения в вашей жизни, в вашем доме каждый день. Your children have systems that are overreactive or oversensitive to things that happen every day. Система ваших детей, нервная система или другие какие-то системы перегружаются и более реактивны. What might seem like no big deal in your child is through the roof upset. Может быть,
что-то совсем не страшное, не сложное выбивает вашего ребенка полностью. And that's because your child's stress response system has been overloaded or impaired. И это может быть потому, что функциональная система вашего ребенка перегружена или наоборот разрушена. I like to say that trauma is any stressful event which is prolonged, overwhelming, or unpredictable. Я хочу сказать, что травма – это любое событие, которое Any event which is prolonged, overwhelming, or unpredictable. Любое событие, которое происходило на протяжении долгого времени, prolonged, overwhelming, слишком сложно для восприятия, для переоценки, or unpredictable. Или что-то, что непредсказуемое случилось. Do you guys think that trauma is the same for children as for adults? Как вы думаете, травма для ребенка и для взрослого одинаковая вещь? What do you think the biggest difference is? Как вы думаете, в чем самая большая разница? Children don't have experience. They are not developed. They are more sensitive. Объяснить они не могут сами себе, дети. Children's emotions are not developed. They cannot explain, put it into words, right? We have started to define trauma in two places. We call them big traumas or little traumas. Вот определение, которое она до этого говорила, написано, и потом есть определение травмы с маленькой буквы и с большой буквы. I like to think of, so when we look at a traumatic event, the brain stores traumatic events differently. Итак, если мы будем рассматривать какое-то травматическое событие, мы должны понимать, что мозг человеческий сохраняет это событие по-другому, чем другие события. So when as an adult I have something traumatic and awful happen to me, my brain takes those memories and stores it differently than a normal event. То есть вот я взрослый человек, со мной произошло что-то травмирующее, ужасное, мой мозг запечатлел, запомнил, отложил вот это воспоминание, этот момент по-другому, чем все остальные события моей жизни. A normal event, if you think of putting canned goods on the shelf. Но представьте, например, консервы мы выкладываем на полку. They're organized and it's all lined up. Обычные события, вот они организованы, все по полочкам, ровненько сложно. A traumatic memory or experience for me is going to be like just throwing the canned goods into the pantry and shutting the door. Травматические события – это то же самое, вот консервы, банки мы закидываем в шкаф беспорядочным образом и закрываем дверь. Because my brain cannot process those emotions and memories. Потому что мой мозг не в состоянии переработать и разобрать эти события. And then what happens, how many have heard of PTSD? Многие из вас, наверное, слышали посттравматический синдром. Something will trigger me and the door will open and cans are falling out. Что-то происходит, дверь открывается и все баночки вываливаются. The brain is storing those memories and putting them away because they're too painful to remember. Мозг прячет все вот эти события, потому что слишком сложно, слишком больно помнить о них. Does anybody know any adults that have PTSD? Знаете ли взрослых, у которых есть посттравматическое расстройство или синдром? A very good friend of mine was in the Vietnam War. Мой хороший знакомый участвовал в войне во Вьетнаме. And every time he hears a loud noise or a car backfire, каждый раз, когда он слышит какой-то резкий, громкий звук или машина взвывает, the door that stored the memories from the war opens and overwhelms his whole brain. И вот дверь, которая закрыла все его воспоминания из войны, она открывается, и все вот это наполняет его.
and he ends up having to go home and go to bed for the day. И из-за этого ему приходится просто возвращаться домой и на целый день ложиться в кровать. Kids don't have control. У детей нет, дети не могут контролировать это. And so when we look at small traumas in our lives, that Когда мы смотрим на такие маленькие травмы в своей жизни, they're typically more ego-threatening than they are в life-threatening. основном это такие травмы, которые эгоцентричные, чем что-то, что угрожает нашей жизни. Divorce, Развод, adoption, усыновление, someone mean to you, bullying you. или кто-то, который вам важен, плохо к вам относится. Those are all small traumas, Это все маленькие травмы. but they're not life-threatening, Но они не угрожают вашей безопасности, вашей жизни. even though we feel helpless to do something. Несмотря на то, что мы чувствуем себя беспомощными изменить ситуацию. Then we have large traumas, И потом есть большие травмы, which are life-threatening, которые угрожают нашей безопасности. like natural disasters, Например, природные катаклизмы, sexual assault, сексуальное насилие, car accident. автокатастрофа. New evidence is concluding that for children, the repeated exposure of little traumas has an accumulative effect. Последние исследования показывают, что вот для ребенка маленькие травмы, они накапливаются. So an accumulation of lots of little traumas can actually cause more damage in a child than one big trauma. Для ребенка опаснее вот эти маленькие, повторяющиеся, накопляющиеся травмы. Для них это более серьезно, чем какая-то большая травма. And so when we look at big traumas, we are quick to be able to diagnose PTSD. Когда мы смотрим на травму с большой буквы, нам очень легко вынести вот этот диагноз посттравматическое состояние. And we're fast to understand that these are bad things. И мы с легкостью понимаем, что да, это ужасные вещи. But science is starting to recognize now that little traumas in children, they're causing more damage. Но ученые устанавливают сейчас, что вот эти маленькие травмы, они больше вреда детям наносят. Because think of a child that's been exposed to one big T. Представьте ребенка, который вот испытал травму с большой буквы, одну травму только. And what we might see behaviorally in this child are nightmares, acting out the trauma. Проявление мы можем увидеть, что у ребенка кошмары ночные, он проигрывает вот эту травму. We might see anxiety and numbness. Тревожность, либо наоборот замирание. But children who have multiple small traumas in childhood, they show symptoms of what is called developmental trauma. Но те дети, которые маленькие вот эти травмы испытали в маленьком возрасте, у них проявляются травмы развития. And the best way to understand developmental trauma is like the rungs on a ladder. Лучше всего можно понять травму развития, это, например, в виде лестницы. As the brain is developing in a child, their brain is building from the bottom up. У детей мозг развивается снизу вверх. And when we have small traumas occurring at different rungs on the ladder, those rungs go away. И по мере того, как вот маленькие травмы происходят, вот эти лесенки развития, они исчезают. And so then we start seeing symptoms of developmental trauma in our children, and our first thing we want to think of is attachment. И когда мы видим проявление травмы развития, первое, что должно нам приходить на ум, это привязанность. And we worry so much about attachment and our child being affected on an attachment level, which is very important. И мы так много тратим сил и времени на то, что думая о привязанности, различных уровнях привязанности. But there are 6 other areas that developmental trauma
hurts in our children. Что мы забываем о других областях, которые тоже травмированы в процессе получения вот этих маленьких травм. And we are going to go into depth on those 6 things, so don't feel like you need to write this down. You will get this information. Мы вот сейчас и будем говорить о тех 6 областях, которые подвергаются воздействию травмы развития. И мы будем об этом говорить, то есть дальше будут слайды. Developmental trauma affects our children on a sensory level. Травма развития влияет на сенсорном уровне. Attachment, привязанность, emotional regulation, эмоциональная саморегуляция, behavioral regulation, поведение, their self-esteem. самооценка. Then we move into dissociation and cognitive problems. И потом мы уже передвигаемся в диссоциацию и в когнитивные проблемы. So what does this look like in your home? Итак, как же это проявляется в вашем доме? This looks like a child who's 13 that sometimes acts like they're 3. Это может быть 13-летний ребенок, который ведет себя как 3-летний. This looks like a child that can't understand cause and effect. Это может быть ребенок, который не понимает причинно-следственного мышления. This looks like a child who lies all the time, even over things that don't matter. Ребенок, который обманывает даже по тем вещам, которые в принципе не имеют значения. This looks like a child who can't seem to learn from day to day the thing you thought you taught them yesterday. Это ребенок, который которого изо дня в день учишь одну и ту же вещь. And parenting starts to feel like the same day over and over again. И потом воспитание, родительство превращается в день сурка, один и тот же день, каждый день. Am I describing any of your children? У кого-то из вас есть такие дети? Good, because what I want to share with you today is, and tomorrow and the next day, is what is happening in your kids' brains and how you can help them move through Потому these что то, things. что я хочу вам показать сегодня и завтра, в последующие дни, это то, что происходит в мозгах ваших детей и что можно сделать, чтобы помочь нашим детям. Because those are the things I see in my home every day. Потому что я это в своем доме каждый день вижу. And by understanding where they're coming from helps me to not go crazy. И понимание, осознание того, почему это происходит, помогает мне не сойти с ума. But we're going to start with us first. Итак, давайте с себя начнем. How many of you have heard of adverse childhood experiences? Сколько из вас слышали о негативном детском опыте? Anyone? Great. Do you guys know your scores? А вы знаете ваше число, ваши очки, баллы? Great. Adverse childhood experiences Итак, негативный детский опыт, НДО, is the largest study of childhood abuse, neglect, and later life well-being. это самое большое исследование относительно детского насилия, травмы и депривации. In America, this study has been life-changing for every practice. В Америке вот это исследование оказало огромное значение на разные вещи. I train medical professionals, teachers, police officers, parents, general population. Я выступаю и преподаю учителям, полицейским, вообще разным слоям населения. Because the results from this study were not what they were expecting. Потому что результаты этого исследования это не то, что они ожидали. They knew that adverse childhood experiences could cause brain differences. Люди ожидали, что НДО может как-то влиять на разум, на мозг. But when they started studying it on this level, they started seeing the physical, lifelong health effects of adverse childhood experiences. Но когда начали смотреть на результаты этого исследования, увидели, что это влияет вообще на здоровье и на состояние человека. So
We'll start with. The study actually originated out of an obesity clinic in California. Вообще началось это исследование в клинике, которая изучала пищевые расстройства в Калифорнии. In 1985, Dr. Folletti В 1984 году доктор Филетти was making really good money helping women to lose weight. зарабатывал много денег, помогая женщинам худеть. His specialty was morbid obesity. Он специализировался на чрезмерном ожирении. And the results from his clinic were amazing. И исследования были удивительны. But there came this case, and we're going to call this lady Mary. И вот появилась Мэри. Mary came into his office, and she started his program. Пришла в его клинику и стала участвовать в его исследовании, программе. She was 28 years old. 28 лет ей было. And she was over 400 pounds. Было ей, она весила более 400 фунтов, сколько это в килограмм? 200 килограмм примерно, да? 28 лет. Sorry, I didn't convert you. Okay. So she, over a 51-week period, went down to 132 pounds. За 51 неделю она похудела до 50 с чем-то килограмм, да, получается? She worked the program. But if you look, но если вы посмотрите, right here, вот тут, she suddenly has an up spike of weight. Она поправилась опять. And in a 3-week period, she gained almost 40 pounds. За 3 недели она почти весь вес обратно набрала. He did not. 20 килограмм набрала обратно. So he didn't think it was physically possible for someone in 3 weeks to gain 40 pounds. Вообще, в принципе, физически было трудно поверить, что за 3 недели можно 20 килограмм набрать. And within a few months, she had returned back to over 400 pounds. И вскоре она вернула свой прежний вес. So he brought her in and he sat with her and he talked to her. Он попросил ее прийти, сел и начал с ней общаться. And what she told him opened his mind up to the ACEs study. И то, что она ему сказала, сподвигло его на вот это исследование. This day, this week, she was propositioned for sex by an older man at work. Вот в этот день ей сделал предложение интимного характера коллега по работе. That should not have been too big of a deal. В принципе, ничего такого страшного. But then he found out that at age 10, she had been molested by her grandparent. Но он узнал, что когда девочке было 10 лет, над ней надругались дедушка. And so what he realized was that she was using weight. И доктор осознал, что женщина использовала вес as a way to handle the pain from what happened when she was young. Для того, чтобы справиться с болью, которая произошла вот в детском возрасте. So he changed the questionnaire in his clinic. Он изменил опросник в своей клинике. And what he learned was that over 55% of the women in his clinic had been sexually molested in childhood. И то, что он узнал, это больше 55% женщин в его клинике испытали сексуальное насилие в детском возрасте. And he thought, whoa. И он вот это подумал. And then he started thinking about what other things could happen in childhood that might affect our health later in life. И он задумался, что же может еще в детском возрасте произойти с нами, что может повлиять на будущее физическое состояние. And so that was when he teamed up with the Center for Disease Control. Он объединился с Центром контроля здоровья. And they did a study with middle to upper class adults. Они провели исследование с людьми, которые среднего и хорошего достатка.
And they gave them 10 questions called ACEs questions. Задали им вот 10 вопросов, которые называют это исследование так называется. And the questions range from things like, did your parents divorce? Вопросы такого рода, что с вами ваши родители в разводе. Did you feel loved in your home? Чувствовали ли вы себя любимым в семье, дома? Were you ever a victim of molestation? Сексуально надругались ли над вами? And they took those same individuals and they did a comprehensive health assessment. И потом этих людей исследовали на состояние их здоровья. And the findings were unbelievable. И то, что увидели, это было просто в это было сложно поверить. Because the higher your ACEs score was, the more problems you had health-wise. Чем больше было вот ваше НДО, тем было больше проблем в вашей жизни. From cardiovascular disease, от сердечных заболеваний, to pulmonary disease, до легочных, да, more broken bones, костей больше сломанных, more broken marriages, больше разводов, mental illness, умственные, психические заболевания. And the statistics stacked up, and I will share some of those with you. But I think it's important for us to understand our own ACEs score. Я вам потом покажу статистику, и я хочу сказать, что очень важно нам самим понимать свое НДО. Because it's going to change how you parent your children. Потому что осознание этого повлияет на то, как вы воспитываете своих детей. We're going to go ahead and take the quiz, but what I want you to know is that this does not define you, and this is not hopeless. Мы сейчас этот тест пройдем, но хочу, чтобы вы понимали, что это не определяет то, кто вы есть. Okay, so do you want to go ahead and read through the... You guys should have the questionnaire in your handouts. У вас должна быть вот эта анкета в раздаточном материале. Нашли? Я не буду зачитывать вопросы, вы просто каждый сами сделайте, да? Now, this is for before the age of 18. Еще обратите внимание, что это в период до 18 лет. If you answer yes, you give yourself 1 point. Если ответ да, то 1 очко себе поставьте. Then you add up the number of yeses you have, that is your score. И потом вы добавляете, вы складываете все эти да, и вот это ваше число. Можно переводчика спросить? Да, можно. Здесь нет пункта «смерть родителей». Это почему-то не относится к НДО? Или это... как? Здесь нету пункта «смерть родителей» в НДО. Относится это к НДО или нет? Yes, I'm going to add that right after. I'm going to talk about that. Об этом поговорят попозже. That was a good question. Хороший вопрос.
Does everyone have a score? У всех есть свое число. Let me add something. Давайте я кое-что еще добавлю. If you had a parent die, you need to add 1. Если у вас умер родитель, добавьте 1. On number 7, Число 7. if your father or stepfather was ever slapped or hidden with things thrown out by your mother, domestic violence goes both ways. То, 7 пункт. Домашнее насилие либо над отцом или отчимом, либо над мамой. То есть это и к тому может относиться. So you can add a 1 for that if your dad experienced that. Если ваш отец испытывал насилие, добавьте тоже 1. Now, this was designed in the United States, Этот тест придумали в Америке, but they went back and looked at if you were ever in an act of terrorism, но они потом тоже исследовали, что если ты был вовлечен в теракт, or you lived in a war zone as a child, that would be 1. или в детском возрасте находился на территории военных действий, тоже плюс 1. Okay? So what we've learned is that early life experiences equal later disease states. То, что мы увидели, это детская травма равно проблемы во взрослом возрасте со здоровьем. Do you want to start with the people with an A score of 4? Так, статистика по НТО. Количество баллов по шкале НТО подобно показателю уровня холестерина по детской травме. You just want me to read? This is like if your A score 4 or more. Ага. Люди с 4 баллами НТО в 2 раза чаще курят и в 7 раз чаще страдают алкоголизмом. 4 балла НТО увеличивают риск эмфиземы или хронического бронхита почти на 400%. И попытки самоубийства на 1200%. Люди с высокими показателями НТО более склонны к насилию, имеют больше браков, больше переломов и все остальное. А вот больше респираторных лекарств, больше депрессий, больше аутоиммунных заболеваний. Люди с показателем НТО 6 и выше подвержены риску сокращения продолжительности своей жизни на 20 лет. Видимо, часто должно быть 120. Не 1200, на 120. Опечатывать может быть, что попытки самоубийства не на 1200%, а на 120%. Но все равно много. Let me add a couple more. Давайте я еще кое-что добавлю. People with an A score of 6 or higher Люди, у которых 6 и выше, are 4,600% more likely to use IV drugs. 4600% больше будут использовать, вероятность будут использовать наркотики. Да? Внутривенные наркотики. People with a 6 or higher are 3,000 to 5,000% more likely to attempt suicide. И тоже, нет, видимо, 1200 все правильно, потому что если у вас больше 6, то получается в 3-5 тысяч раз больше вероятность, то, что самоубийство, будут попытки самоубийства.
I don't know about you, but if I went up to Elmira and I said, you have 30% more chance to get cancer if you drink this water, she's probably not going to drink it. Ну, не знаю, что относительно вас, но если бы я подошла к Эльмире и сказала, вот если ты выпьешь эту воду, то на 30% вероятность заболеть раком у тебя повышается. Скорее всего, она бы не стала пить эту воду. Because when we start looking at percentages in studies, we start getting worried when you're 10% more likely to get cancer or 20% more likely to have autism. Потому что когда мы смотрим на все вот такие исследования и потом читаем, что ой, у тебя на 10% больше вероятность к этому, на 20% к этому, мы начинаем беспокоиться. But we're looking at percentages of 1,200% more likely to commit suicide. Но мы когда смотрим и видим такие числа, как 1200, на 1200% попытки самоубийства, or 400% more likely to have a pulmonary issue. Или на 400% больше вероятность всякими легочными заболеваниями болеть. I have an ACE score of 4. У меня 4. I grew up with a pretty hard father. У меня такой жесткий отец был, who was an alcoholic and ruled with a heavy hand. Который был алкоголик и так вот жестко всеми нами командовал. And luckily I haven't started IV drugs. Конечно же, у меня большая вероятность к наркотикам. These statistics do not necessarily, they do not define who I am. И поэтому вот эта статистика, она не определяет, кем я являюсь. I have a mother that built resiliency in me. У меня есть мама, которая помогла мне вырасти таким человеком, с которого, да, стойкий. But I bet you guys can think of someone that has a high ACE score. You can think of when you look at this. Уверена, вы когда смотрите на эти числа, вы можете, вам на ум приходит человек с высоким НДО. What do you see in that person physically? Что вы видите в этом человеке вот, ну так, глазами? Adults. Talking about adults, you know that you can think of, wow, that person has a high ACE. Вы думаете о взрослом, думаете, вот у этого человека, скорее всего, НДО высокое. Агрессия. Aggression. Неуверенность в себе. Anxious, not low self-esteem, panic attacks, alcoholics, high control. Это мы такие, да? In prison. Про нас сейчас говорят. She is wondering if it's about us. How do you feel? Yeah, absolutely. Because I can't take this and not think about the things I do that are not healthy. Потому что когда я этот тест прохожу, я думаю о том, что я делаю, что нездорово вообще. Were any of you surprised by your ACE score? Кто-то из вас удивился своему НДО? Да. Очень. У нас в России почти все люди. Да, у нас все. She says that people in Russia in general have high scores. Живем с высоким НДО. Да, у нас у всех высокое. What do you guys think about this study? Что вы думаете по поводу этого исследования? It's just we think what we should do with our kids. Вопрос такой, ведь у разных людей, ну, соответственно, разных детей, у них же ведь разная восприимчивость, да, то есть разный уровень там нервной системы. Кто-то более восприимчив, кто-то менее восприимчив. Вот это как-то учитывалось в исследованиях? Именно как бы нервная система разный как бы, вид, да, то есть есть какие-то меланхолики, есть флегматики, кто-то более восприимчив к стрессу, кому-то это может быть одно и то же событие, для кого-то это очень сильно не влияет, а для другого меньше. То есть люди же, это как-то учитывалось в исследовании? Excellent question.
Замечательный вопрос. So I have one back for her question. А у меня вот встречный вопрос. What makes one child able to weather lots of aces, but not another? Что делает одного ребенка более стойким, чем другие? The absence of the traumatic events or the nerve system. Just inborn ability to process that. Inborn resilience. У него могут быть другое. Inborn resilience. The surroundings. When do we receive resilience? Когда мы получаем вот эту самую стойкость? Genetically. Некоторые люди генетически так предрасположены. Maybe a fraction, because if that were 100% true, I know some people that came from some pretty shallow genes. Я думаю, что может быть есть это, потому что знаю людей, которые, ну вот генетически не очень у них там все хорошо было. So there are some genes, but where, because the opposite of aces is being resilient, where do we get resiliency from? Итак, ну где же вот мы берем стойкость, откуда она появляется? Если кто-то помогает. Significant adult. Okay. When? And, Надежда сказала. Если кто-то If помогает. there is someone helping us. Если есть кто-то, кто помогает. Someone who helps us. А мне кажется, иногда в негативных обстоятельствах мы это. Sometimes we get it when we have some hard consequences or consequences situations. В сложных ситуациях складывается. So you're thinking that by going through trauma, you might be able to be stronger to trauma. Вы говорите, что проходя через травму, мы можем стать сильнее. Do you guys that have high aces see where any of this is playing out statistically in your life? Те из вас, у кого высокое НДО, видите, как это проявляется в вашей жизни сегодня? Может быть, области, в которых это проявляется? We're going to talk about resiliency and where that comes from. Мы будем говорить о стойкости и как она формируется. Because I go into the prison twice a month. Я дважды в месяц хожу в тюрьму. And I teach parents on ACEs and how that affects how they parent their children. И я учу родителей относительно НДО и то, как это влияет на воспитание их детей. I work with both men and women. Работаю и с мужчинами, и с женщинами. What do you guys think the average ACE score for inmates that I work with? And I work with hundreds. What do you think the average ACE score is? Я работаю с сотнями заключенных. Как вы думаете, такое среднее НДО? 8. 8. 8. 8. Someone says more than 6 for sure. The average score that I see is 8. Итак, среднее, это то, что я вижу, это 8. So then I started thinking I should ask them when they started using drugs. Так, мне надо, думаю, спросить, когда же они наркотики начали использовать. What do you think the average onset of drug use was, their age? Как вы думаете, когда они впервые начали? You must go into jail. Наверное, вы в тюрьму ходите часто. Thanks. Or been there. 11 and 12 years of age. 11-12 лет. Until one day an inmate said, why don't you ask us when we started using alcohol? А потом мне один заключенный говорит, ну да, но спросите нас, когда мы пить начали. Because we started with alcohol and then moved to drugs. Потому что мы-то начали с алкоголя, а потом уже в наркотики перебазировались. They started at 7 and 8. Все 8 лет они начали пить. And so what we see with high ACE scores is that children start attempting to use external methods to medicate internal pain.
С высоким НДО мы видим, что дети начинают использовать внешние составляющие для того, чтобы заглушить внутреннюю боль. And when you think about it that way, our kids are using lots of negative external methods to fix what's hurting inside. Мы видим, что наши дети используют очень много отрицательных вещей для того, чтобы заглушить внутреннюю боль. I remember a story of one of the inmates. His name was Ashley Free. Помню историю Эшли, одной заключенной. Ashley, his first hangover was at the age of 5. В 5 лет первый раз у него был похмелье у него наступило. His dad used him as the family bartender whenever there were parties. Он был барменом для семьи. He had a full cocaine addiction by the age of 12. 12 лет у него уже была полная кокаиновая зависимость. He spent his entire 20s incarcerated. Вот все свои годы 20-летние провел он в тюрьме. When he was released at the age of 33, he went to go buy deodorant. В 33 года его вот выпустили, пошел купить себе дезодорант. And he walked in the store, зашел в магазин, and there was row after row of choices of deodorant. А там ряды дезодорантов. And suddenly he couldn't decide. И вдруг он осознал, что не может принять решение. And he was triggered and ran from the store out to the parking lot and fell to the ground crying. И выбежав из магазина на улицу, на парковке упал на землю и начал рыдать. And then he grabbed his phone and he called his dealer. Взял телефон, позвонил своему наркодилеру. And he got his hit. И вот первую дозу опять получил. And then 3 months later he was put back in jail again. Через 3 месяца опять попал в тюрьму. And what happened with Ashley and what I understood was that at some point we lose choice in behaviors. То, что я поняла с Эшли, то, что в какой-то момент в своей жизни мы теряем возможность выбора. And some of what I'm going to teach you over the next couple days is you're going to think no. И вещи, о которых я буду говорить, могут вызвать у вас негативные ощущения. But what's important to understand is in that moment, Ashley didn't have a choice but to want to use. И очень важно понимать, что вот в тот момент у Эшли не было другого выбора, но только прибегнуть к наркотикам. Because his brain told him, use drugs or you're going to die. Потому что его мозг сказал, если ты не уколешься, ты погибнешь просто. All over deodorant. И все просто из-за дезодоранта. And we're going to talk about your kids' brains and why they get stuck in that spot called survival brain. И мы поговорим о том, почему наши дети застревают в части мозга, называющейся выживанием. And now I'm being cued that it's time to give you a break. Продолжаем. Спасибо. Okay, so we left with knowing our ACEs scores. And so I want to talk. Ready? Okay. We left knowing our ACEs scores, and I want to talk about how it affects us in how we parent. Мы завершили прежнюю часть на нашем НДО, и хочу сейчас поговорить о том, как это влияет на нас как родителей. And so one of the two things that we will see it affect us as adults is our sense of value. И вот это НДО влияет на нас, взрослых, в области ценности. And our sense of safety. И то, насколько мы себя чувствуем в безопасности. And so when we look at having a lot of adverse experiences as children, and we think about how we then value ourselves, we have to own and understand our own story.
Когда мы понимаем, что с нами произошло в прошлом, и потом мы видим, как мы себя ощущаем, какую ценность мы себе даем, это все связано, и необходимо понимать взаимосвязи. So in your childhood, did you feel wanted? Did you feel loved, supported? Когда вы были маленькими, чувствовали вы себя любимыми, принятыми, в безопасности? Did you feel safe? Did you feel secure in your home? Чувствовали, что вы защищены? Because believe it or not, the answers to those questions affect how you work with your children. Можете верить в это или нет, но то, как вы отвечаете на этого вида вопросы, влияет на то, каким родителем вы являетесь сегодня. When my father lived in our home, he was very angry and he drank a lot of alcohol. Папа, когда жил с нами, он был очень злым и много пил. There were many times I felt afraid because he would become violent. Очень часто я боялась, потому что он мог быть агрессивным. So I compensated for this by performing. И чтобы компенсировать вот эти чувства, вот эти ощущения, я вела себя хорошо. I performed in school and I performed in sports. Хорошо себя вела в школе и хороших результатов добивалась в спорте. Because that was how I felt safe and secure. Потому что через вот такое поведение я ощущала себя в безопасности. I played college volleyball. Играла на команде волейбольной команде в университете. And was a very driven athlete. И вообще такая была целеустремленная спортсменка. And many times I drove myself beyond what was normal. И очень часто я себя так загоняла, что уже было ненормально. And I recognize that my need to perform and to drive myself, a lot of it stems from my childhood. И я вижу вот это моя больная целеустремленность берет свои корни в детстве. And you think performance is not such a bad thing? Ну, в принципе, хорошее достижение неплохо. But performance is not a good thing when it comes to relationships. Но относительно достижений и взаимоотношений не всегда хорошо получается. And so I have to be very careful because I want my children to perform. Потому что мне нужно быть аккуратной, потому что я хочу, чтобы мои дети тоже себя хорошо, достойно вели. And often I must stop myself and say no. Часто я сама себя останавливаю. My children are loved for who they are, not for what they can do. Я люблю своих детей за то, кем они являются, а не за то, что они делают. So I want you to think about your ACEs score, and I want you to think about how maybe your sense of value or your sense of safety might have changed. Подумайте о своем НДО, и может это как-то повлияло на ваше чувство ценности и безопасности. What do you value in yourself? Что вы в себе цените? How do you feel safe? Что привносит в вашу жизнь чувство безопасности? And more so, what scares you with your children? И что пугает вас в ваших детях? And so when we're thinking about this and we're understanding our own trauma backgrounds, it's going to help us parent better. Понимая все это, осознавая свою травму детскую, поможет нам быть лучшими родителями. I would love to hear any thoughts on your ACEs scores or those things. Может быть, кто-то поделится своим НДО и как это вот связано с вашими чувствами сегодня. Or questions. Или вопрос. Эльмира, можно я? Мне сложно с детьми, у меня высокий НДО 8, потому что я вижу в них себя. И находить то, чего не было у меня в детстве, и давать им это вот для меня самое сложное. Чувства, говорить про чувства. То есть вот мое прошлое, оно вот так вот на меня, то есть для меня это труд, скажем так. I love that you said it's hard work.
Спасибо, что ты сказала, что это трудно тебе. Because it's going to be fighting against what you naturally want to do. Потому что тебе приходится бороться с тем, что тебе естественно хотелось бы делать. A big trigger for me is when my children lie. Для меня вот этот триггер, когда мои дети обманывают. Because my father lied to me all the time. Потому что мой отец постоянно лгал. But I can recognize that and hold myself back. Но я узнаю, вижу это и сдерживаю себя. But it's hard work. Но это труд. You got Ну, у меня такой вопрос, потому что мне кажется, что с одной стороны, если у тебя высокие показатели, то это тебе сложно, потому что у тебя своя травма была. А с другой стороны, мне кажется, таким людям проще понять ситуацию, в которых их дети были. Например, у меня скор 0. И вот мне со своей дочкой, мне как бы очень, очень сложно понять, почему вот она так делает, да? И мне кажется, вот тут тоже то, что у тебя есть какой-то опыт, это тебе, наверное, помощь, может быть. I think in some ways it's helpful in understanding things. В некоторых случаях легче, потому что ты понимаешь ребенка. But the only way to regulate a dysregulated child, но единственный способ, как помочь саморегулироваться ребенку, который неуправляем, is when you yourself are regulated. Это когда ты сам можешь самоконтролировать и управлять собой. So when you have 0 ACEs, you have less of a fight to calm yourself down and regulate yourself. Если у вас 0, то вам, в принципе, не нужно бороться для того, чтобы себя успокаивать и тревогу свою понижать. But when you have high ACEs, it's easy to get dysregulated, and when you have 2 dysregulated people trying to work something out, does not go well. А когда у тебя высокое НДО, тебе как бы надо прилагать огромные усилия, чтобы себя успокоить, а потом у тебя еще ребенок, который сложно успокаивается, и вот в таких случаях намного сложнее. То есть она сказала, что если 0, с одной стороны, это легче тоже. Да? Я правильно перевела? Да. Можно я? Как не быть тираном для своего ребенка? Допустим, я взяла девочку-инвалида, да, то есть, чтобы поставить ее на ноги. Но она, вопрос похожий на с твоей мамочкой, но она, на самом деле, я не хочу, я буду ходить на руках, я буду танцевать на руках. То есть я-то ее взяла все-таки, чтобы сделать ее более полноценной, чтобы она не ушла в дом, в инвалидный интернат, да. Вот. Да, и получается, что я как мама-тиран для нее, вот, отдаю ее на эти реабилитации, на эти боли, и в общем вот. We are all monster moms. Мы все мамы-тираны. Learned helplessness is what you see in kids coming out of institutions. Вот это выученная беспомощность, это явление системы. Especially children with special needs. Особенно это касается детей с особыми нуждами. Why is that, do you think? А как вы думаете, почему это? Чем меньше ребенок может, тем больше о нем позаботиться. Если не заинтересованы делать это самостоятельно. Я ставила гипермаркета и говорила, что снимешь сколько, то твое. И она совершенно не могла. Естественно, not motivated by a child. Случиться можно? Можно. So, if I get more attention and love by being helpless, если я больше внимания и любви получаю, будучи беспомощной, it's going to be like formed into my brain. That's what I have to do. Это отпечатается на мозгах и просто будет определять то, кем я являюсь.
And so we're going to talk a lot how we can change the brain in our children to not be stuck on those early paths that say, I need to be helpless for love. Мы будем говорить о том, как помочь ребенку выйти из этой части мозга, в которой вот они застряли, что беспомощность равно любовь. Because children's brains are plastic and we can affect change in them. Мозг ребенка пластичный, и мы можем влиять на развитие мозга. Я возвращаюсь к МТО, вот обратно. Ну, у меня такая непростая ситуация. Я сама выросла в приемной семье, не очень таких прям благоприятных условиях, то есть было даже достаточно сложно жить. И вот этот опыт мне как раз помогает. То есть я помню, чего мне не хватало там, ну там, например, ласки там или еще что у меня там, трудности какие-то у меня были. И теперь я со своими детьми пытаюсь этого не допустить, то есть я знаю, что им нужно, их потребности, что им хочется. Awesome. And it is true that our hard experiences can help us with our children. Это правда, что наши сложные ситуации могут помогать нам с нашими детьми. Один из моих приемных детей пережил онкологию, рак крови. Сейчас ему 15, и у него пропал страх перед всем. Он пытается попробовать все, что возможно, и вплоть до наркотиков. И мы боимся, он не понимает, у него нет страха ни перед чем. Мы не знаем, что делать, у него сейчас ремиссия, и что может спровоцировать еще раз заболевание, непонятно. И вот как убедить его, как донести до него, что это опасно. So when we're dealing with teenagers, who's their biggest influence? Когда мы говорим о подростках, кто на них самое большое влияние оказывает? Друзья. Peers. We need to, when we are relating to them, it needs to be away from what we call social anxiety or peer relationships. Когда мы свои отношения строим с детьми, нам нужно отделить ребенка от влияния сверстников. Он общается с достаточно благополучными подростками, в его окружении нет подростков, которые употребляют наркотики. Старший из моих приемных детей имел наркотическую зависимость, кот он чистый, и младший ребенок знает все последствия, к которым это может привести. Но у нас складывается такое ощущение, что он проверяет жизнь на прочность. Если я пережил вот это, то больше ничего меня уже не убьет. And that is such a typical response for teenagers that they're invincible. Типичное поведение подростков в своей неуязвимости, всемогуществе. In your situation, there's two things that you can control которые вы можете контролировать, to change his thinking. чтобы поменять его мышление. One is environment, which sounds like you're already doing by having him surrounded by Первое, good то, people. что это окружение, и кажется, что вы уже хорошо продвигаетесь в этом. The other is relationship. Второе, взаимоотношения. And so I am a bigger influencer of my child when I take the time to sit with them every day. Когда я каждый день провожу время с ребенком один на один, я оказываю большее влияние на него. With teenagers, we tell them, I'm going to sit with you for 15 minutes. No phones, no nothing. It's your time with me. Подросткам мы говорим, у нас сейчас с тобой будет время, вдвоем, буду с тобой 15 минут, никаких телефонов, ничего. And teenagers will roll their eyes. Подростки глаза закатят. I don't want to spend time with you. Мне вообще не надо время с тобой проводить, не хочу. Whatever. So we just say, that's okay. I'm just going to sit by you and you can do what you want, but this is your time I'm giving you. И даже если он не хочет, вы говорите, это твое время, я тебе его дарю, я буду рядом с тобой сидеть, можешь ничего не говорить и ничего не делать. And what you're saying is that you are so important to me
that even if you reject me in this moment, I'm still with you. И что вы говорите этим, что ты настолько для меня важен, что даже если ты меня сейчас отвергаешь, я буду с тобой, и ничего мне кроме тебя не нужно. And if you can commit to sitting 15 minutes each day and it is only their time and you're not looking at your phone or anything else. Если вы посвятите 15 минут в каждом дне этому ребенку, без телефонов, без всяких отвлечений, you will see them start talking to you. Вы заметите, что они начнут сами говорить. Because they want to be heard. Потому что они хотят, чтобы их услышали. We spend all of our time on our phones. Мы много времени на телефоне проводим. And we're raising a generation of children who communicate through text messaging. И мы взращиваем детей, которые общаются через сообщения. So if you can commit with your teens to give them 15 minutes every day, you will be absolutely blown away with them starting to talk to you. Вы будете шокированы от того, что может ваш ребенок рассказать вам, если вы только вот 15 минут будете им уделять в своем дне. Because every teenage parent that I've worked with, this has worked. Каждый родитель, с которым я работала, у которого есть подросток, сказал, что это сработало. And the first week is super awkward because they're rejected. Супер сложная, потому что дети их отвергают. But keep pursuing them. Но продолжайте добиваться своих детей. Because you can sit there and talk all day long about if you do drugs, you could die. If you do drugs, you'll go to jail. Вы можете целый день ему говорить о том, что если ты будешь колоться, тебя посадят, ты будешь колоться, ты умрешь. But we all know with teenagers that they're not going to hear you until they want to hear you. А мы же знаем, что подростки не услышат, пока не захотят. So listen to what they have to say. Поэтому слушайте, что они хотят вам рассказать. And I think you'll see a change. Я думаю, вы увидите разницу. So remember, environment. Итак, первое окружение. Relationship. Второе взаимоотношения. All right, this is like my favorite part of teaching because I'm kind of a nerd with science. Потому что я люблю науку. So when we're thinking about our children, it's super important to understand the brain. Думая о наших детях, супер важно понимать мозг. And so what I like to use is I actually like to use this hand model to explain the brain. Я обычно использую вот свою руку для того, чтобы объяснить мозг. The bottom of this brain is the brainstem. Нижняя часть мозга – это ствол. And this is developed 0 to 1. Развивается ствол от 0 до 1 года. Вот есть. Да, есть распечатки. The middle of the brain Средний мозг is what we call the limbic system. называют лимбическая система, другими словами. And the limbic system is the emotional seat of the brain. Так называемый эмоциональный стул нашего мозга. We see this being developed in the 2, 3, and 4-year-old age. Развивается в 2, 3, 4 года. What do you guys know about 2, 3, and 4-year-olds? Что вы можете мне рассказать про 2, 3, 4-леток? Импульсивные. Impulsive. Быстрые. Swift. Curious. They learn to speak. What about emotions? Как насчет эмоций? Uncontrollable. Yes. They get angry when their soup is wet. Они суп мокрый, у них истерика. They get mad over everything. Злятся из-за всего. And that's because the limbic system or the emotional seat is forming in those age during that time. Это потому что вот этот стульчик, место это формируется в этом возрасте. Then about the age of 5, 6, and 7, we start moving into what we call the thinking brain. 5, 6, 7 передвигаемся в верхнюю часть мозга. And so what we understand about the thinking brain is that this deals with language and speech. Мыслительный центр отвечает за речь и за наши мысли. Executive functioning.
Дальше это исполнительные функции. Does anyone have a good definition for what executive functioning is? Кто может дать нам определение исполнительным функциям? It's like when you tell them to do something, they go and do it. Выполнение задания. It's steps in a process. Шаги процесса. So, for example, Например, children, if I tell my child, I want you to go take a shower. например, говорю, иди душ прими. Executive functioning would then be saying, I'm going to grab my pajamas, I'm going to grab a towel, I'm going to make sure there's soap in there. Исполнительная функция говорит ребенку, возьму полотенце, пижаму, мыло, посмотрю, что там было. And so when we're looking at executive functioning, that's the ability to put steps in a process to come to an outcome. Вот исполнительная функция отвечает за вот эти шаги процесса. Then we have cause and effect. Потом причинно-следственное мышление есть. And upper level cognitive skills. И когнитивные функции вот верхней части мозга. Okay? And so when we are looking at developmental trauma, we understand that rungs are missing from the ladder. И когда у нас есть травма развития, ступени развития отсутствуют. And so when we are missing different parts of the ladder, then we're not developing because the brain... Oh, go ahead. Когда отсутствуют ступеньки необходимые, because the brain grows from the back to the front and the inside out. Из-за того, что мозг развивается снизу вверх и изнутри наружу. And so when we look at the survival brain, and that's developed in utero to 18 months, that's the foundation of your brain. Когда мы смотрим на нижнюю часть мозга, которая отвечает за выживание, вот эта часть мозга формируется внутриутробно до 18 месяцев, и мы смотрим на вот развитие этого мозга. And so if the very foundation of your brain has been exposed to trauma during that time, и если вот во время развития этой части мозга ребенок испытал травму, we have an uneven foundation. У нас уже основание неправильное. And so what we see is that the upper parts of the brain then are affected. Если основание уже неправильно сформировано, верхние части мозга тоже не формируются правильно. And so what I like to explain with this is when your child gets upset or angry, they do this with their brain. Вот как это выглядит. Ваш ребенок расстраивается, злится, и их мозг выглядит примерно вот так, как она показывает. And I look at my child and I say, what were you thinking? Я смотрю на ребенка и говорю, о чем ты думал? Were they thinking? Они думали? What were they leading with? Чем они вообще руководствуются в своем поведении? They're leading with the middle of their brain, which is the emotions. Они управляют, ими ведет средний мозг, это эмоции. And operating out of survival. И мотивирует их функция выживания. And so when my child does this, когда мой ребенок вот так себя ведет, I need to get them back to this. Мне нужно обратно вернуть их в правильное состояние. Before I can start talking and their thinking brain's working. Прежде чем я вообще с ними начну разговаривать и их мыслительный мозг включится. So, how many of you have heard of amygdala? Кто слышал такое понятие, как это по-русски? Как? Миндалина. Миндалевидное тело. The amygdala is very important to our kids. It is the part of their survival brain. Вот эта миндалина очень важна для развития нашего ребенка. Это часть выживания. And it's like a radar. Это как радар. And it's always looking for danger. Постоянно ищет опасность. And so when it senses danger, it sends a signal to the hippocampus. Итак, нашел опасность, сигнал в сигнализирует в гиппокамп. Есть ли таблетки? Хорошо.
Okay. So the amygdala, the radar, sends a signal to the hippocampus. Итак, сигнал в гиппокамп. The hippocampus is where we store memories. А в гиппокампе мы память у нас храним воспоминания. And so, if you have a well-regulated brain, если ваш мозг вообще хорошо саморегулируется, one that's not been exposed to trauma, и никогда не подвергался травме, the radar says something's going on, ментально говорит, что-то происходит. And the hippocampus says, oh, I remember this, don't worry, mom will come, or don't worry, dad will come. Гиппокамп говорит, я это помню, ничего страшного, мама придет, папа спасет, успокойся. In children with trauma, the radar is going off. У детей с травмой радар работает. And they go back to memory. Они идут в память свою. And the memories are not good. А воспоминания плохие. And so it's important to understand with children with developmental trauma, очень важно с детьми, которые травмированы, when they do this, когда их пугает что-то, they actually believe that something bad is going to happen in that moment. Они думают, что вот сейчас в этот момент произойдет что-то ужасное. And so that's why it's important as a parent, and we're going to learn this. Поэтому очень важно родителям, и мы будем об этом говорить еще, to calm the brain back down, успокоить мозг ребенка, and bring it back online, и ввести его в спокойное состояние. Because remember what was up here? Помните, что вот наверху у нас? Cause and effect, причинно-следственное, executive functioning, исполнительные функции, speech and language, речь и язык, and upper level thinking skills. И мыслительные всякие процессы. Do you guys know when the brain finishes its full development? When are we done growing our brain? Как вы знаете, когда вообще мозг завершает свое формирование? К какому возрасту? Never. Only for men. Никогда. Наверху может быть мужчина. Guesses on what age our brain is done fully developed? 20, 21. 25. 25. Our brain is fully developed at 25. Наш мозг полностью формируется к 25 годам. And that's why rental car companies, поэтому компании, которые дают в аренду машины, require you to be 25 or older to rent their cars. Требуют, чтобы для того, чтобы арендовать машину, ты должен быть 25 и старше. But the rest of us are driving around with 16-year-olds driving. А мы-то, у нас 16-летние дети тоже водят машину. Ну, в Америке. And I imagine their brains look like this. Я представляю, как в Америке 16-леток мозги вот так выглядят. So, it's important to remember when we're thinking about the brain that it develops from the bottom up. Нужно помнить про мозг, что он снизу вверх формируется. Inside out. Изнутри наружу. And it all builds on top of itself. И он слоями друг на друга. And so when you think of construction, when you have a bad foundation, подумайте о строительстве. Если основание плохое, you're going to end up with crooked doors and windows and walls as you move up. Это потом влияет на то, как косяки у нас смотрятся, двери, окна. I really think that when we're looking at trauma, я уверена, что когда мы рассматриваем травму, that we consider it a prolonged brain injury across time. Мы смотрим на травму как на длительное воздействие, травмирующее на мозг. And that's easier than thinking of it as an attachment issue. Это легче, чем просто думать о том, что это проблема с привязанностью. Because it's bigger than just only attachment. Потому что травма больше, чем просто привязанность. And what I want you to recognize when you're looking at how you move up, я хочу, чтобы вы осознали, когда мы передвигаемся вверх. Remember in the beginning when we talked about the 7 jigsaw pieces? Помните, в самом начале мы говорили про 7
частей пазла. And we talked about attachment being the one that everyone is concerned about. Как мы говорили о том, что привязанность, она очень важна, и все об этом знают и переживают. And we're worried that that's what's going to be damaged the most by developmental trauma. И мы думаем о том, что вот эта часть будет больше всего поражена травмой развития. So look at number 1, and that's survival brain. What is the first piece that we are affecting in a child? Посмотрите на цифру 1. На что мы влияем в мозге ребенка? Can you see? Видно, что написано? Соматическая и сенсорная система. Соматическая и сенсорная система. Sensory. Сенсорная система. So the very base or the bottom or the basement of our brain, sensory. Основание, самая нижняя часть нашего мозга, это вот сенсорная. And we start regulating our children on a sensory level before they're born. И мы учим детей саморегуляции на сенсорном уровне еще до того, как они родились. Babies can recognize their mother's voice when they're born. Дети уже узнают голос матери, когда они рождены. They can know the smell of their mother's milk. Узнают запах молока материнского. They learn the sound of her heartbeat. Узнают сердцебиение. And very young, we start regulating through the senses. Очень рано мы начинаем самоуспокаиваться через сенсорную систему. Dysregulated children on a sensory level. Дети, у которых дисрегуляция на сенсорной системе, might not be with their mother. Может быть, не были с мамой. And nothing is predictable. И вообще ничего не предсказуемо. We see kids being deprived of things to look at. Мы видим, что у детей даже нету чего-то, на что можно смотреть. And things to hear. Нету никаких звуков, которые их стимулируют. And so then we see dysregulated or sensory issues. И потом мы видим сенсорные проблемы. And so when we think about that, survival brain, senses is what is in the survival brain. Итак, вот мозг, который отвечает за выживание, отвечает тоже за развитие сенсорной системы. So below that you will see what does that look like in your home when you have someone that's had trauma during that period of life. И вот внизу вы видите, как проявляется в вашей семье, если у ребенка была травма в период развития сенсорной системы. Poor sleeping. Yes, do you want to read those? Сенсорные трудности, гипер- или гиповозбуждение, боись, беги, замри, подчинись, импульсивность, тревожность, нарушение сна, низкий мышечный тонус и плохая координация, различные вкусовые предпочтения, проблемы с сердечным ритмом, нарушение дыхания, необъяснимые медицинские симптомы.